Свой пятый студийный альбом фолк-рок группа «Америка» выпустила в марте 1975 года под названием «Hearts». В моей коллекции данный альбом представлен оригиналом, выпущенным в Великобритании. Это второй из 6 последовательных альбомов, которые Джордж Мартин спродюсировал с группой «Америка». Работа над записью альбома проходила уже не в Лондоне, а в Саусалито, Калифорния, США. Альбом Hearts является шедевром мягкого рока 70-х годов, демонстрирующим трио «Америка» в их самые выдающиеся годы. Хотя это еще один результат впечатляющего сотрудничества Джорджа Мартином в продюсерском кресле, альбом Hearts наиболее примечателен тем, что органично сочетает композиции, основанные на акустической гитаре, с пышными гармониями и тонкими инструментальными аранжировками. Вклад Мартина здесь, наряду со звукоинженером альбома Джеффом Эмериком, обеспечил первоклассное качество Hearts с каждым инструментом и вокальной гармонизацией, тщательно организованные для создания сплоченного и захватывающего опыта прослушивания. Альбом Hearts имеет невременную привлекательность. Кстати, Hearts был выпущен в 70-х годах как квадрофоническое издание вместе со стереовыпуском. Альбом представляет собой легкую для прослушивания фолк-музыку, софт-рока, которая понравится практически любому слушателю. Открывает альбом баллада Бекли «Дейзи Джейн», попавшая в 20 лучших. Песня задает тон всему альбому своим приятным акустическим гитарным вступлением и проникновенным мелодичным вокалом. Бекли рассказывала о создании песни «Дейзи Джейн». «Я написал ее на пианино Ямаха в маленьком домике на юге Англии. Я как бы проговаривал слова, когда делал демо. Помню, как играл ее для Эрика Кармана, и он спросил: «Что ты собираешься делать там, в середине?» Я как бы оставил там немного свободного места. Я пожал плечами и ответил: «Не знаю. Джордж что-нибудь сделает». В то время я был немного самонадеян, думая: ладно, я передам это легендарному Джорджу Мартину. И, конечно, Джордж написал прекрасную партию альта, которая является визитной карточкой мелодии. Мы очень благодарны ему за это. Это одна из самых привлекательных баллад группы, вошедшая в число лучших песен, когда-либо написанных трио «Америка». Вторая песня альбома «Half a Man» резко контрастирует с предыдущим треком, меняя темп и погружая слушателя в элементы софт-рока в традиционном стиле 70-х. Песня украшена партиями духовых инструментов и женского бэк-вокала, что идеально вписалось в стиль тех лет. Надо подчеркнуть, что на альбоме бэк-вокал исполняют весьма опытные и популярные вокалистки, такие как американская певица Клади Мэй Кинг, которая спела партии бэк-вокала на альбомах огромного количества всемирно известных исполнителей, к примеру, таких как Боб Дилан, Элтон Джон, Биби Кинг, Дайана Росс, Роллинг Стоунс, Стилли Дэн, Дорос и многих других. Еще одной бэк-вокалисткой была американская R&B певица Джессика Смит. Она исполняла бэк-вокал для различных артистов, в том числе для Доктора Джона, Пола Уильямса, Элла Купера, Хосе Фелисиана. Третьей бэк-вокалисткой была американо-австралийская певица Винета Филдс, которая в качестве вокалистки сотрудничала с такими артистами, как Тина Тернер, Пинк Флойд, Хамбл Пай, Барбара Стрейзанд, Нил Даймонд, Стилли Дэн, Роллинг Стоунс, Квинси Джонс, Стиви Вандер, The Doors, Дайана Росс, Джо Кокер и многими-многими другими. Далее на альбоме Hearts следует трек Midnight. Эту песню называют скрытой жемчужиной коллекции песен группы «Америка». Очаровательная, красивая мелодия в сопровождении удачно подобранного атмосферного инструментального фона и с прекрасными вокальными гармониями. Четвертый трек – это песня Bell 3, авторства Бекли, с нежной мелодией акустической гитары, тонкой перкуссией и прекрасно поставленным вокалом. Эта песня продолжает созданием безмятежной атмосферы и позитивного настроения. Песня Old Virginia имеет подчеркнуто фолк-роковое сопровождение, которое гармонично сочетается с вокалом. Хорошая песня. Завершает первую сторону альбома трек People in the Valley. В отличие от предыдущих песен альбома, эта песня имеет более подвижный оптимистичный темп. Это ярко выраженная поп-роковая песня с интересным припевом и заразительной мелодией. Вторую сторону альбома открывает трек Company. Песня содержит интересную мелодию и прекрасно поддерживает песенный ряд альбома. Эта поп-роковая песня, как и несколько других, таких как Old Virginia, Bell 3 и Midnight,
получили широкую радиотрансляцию на FM-станциях. Далее следует песня в стиле регги «Woman Tonight», написанная Пиком. Она поднялась на 44-й номер в чарте синглов в США. Record World писали о сингле Woman Tonight, что вместо мягкого гибкого звука Америки, Woman Tonight – это сердечная рок-музыка с привкусом регги. Ее энергичный ритм и заразительный грув заставляют вас кивать головой, отбивая ногой ритм. Песня явно выделяется на общем фоне стиля альбома, тем не менее органично вписывается в него. Трек The Story of a Teenager – это совместная работа Пика и Бекли. Песня возвращает нас в бескрайнее пространство поп-рока. Ничем особенным она не отличается, но весьма достойно поддерживает общий высокий уровень песенного материала альбома. Продолжает вторую сторону альбома песня Бекли Sister Golden Hair с запоминающимся вступительным гитарным рифом, предположительно вдохновленным My Sweet Lord Джорджа Харрисона, и откровенной лирикой об отношениях, вдохновленной Джексоном Брауном. Песня Sister Golden Hair, выпущенная как сингл, заняла первое место в чарте синглов Billboard в США. Джерри Бекли вспоминал: «Одна из особенностей Sister Golden Hair, помимо отсылки к Джорджу Харрисону, 12-струнной акустической и слайд-гитары, заключается в том, что я написал и записал демо этой песни еще до альбома Holiday, который был нашим 4-м альбомом. Но мы не использовали ее в Holiday, я не уверен, что я даже предлагал ее. Я был очень доволен другими песнями, которые внес в Holiday, и этот альбом имел большой успех. Это показывает, что иногда песни могут как бы оставаться в режиме ожидания, и Sister Golden Hair вошла в следующий альбом, Hearts, и стала для нас номером 1, так что все получилось отлично. Эта песня стала 20-м синглом Джорджа Мартина как продюсера, занявшим первое место в США, и его первым синглом после Beatles. Один критик написал, что если бы Америка была группой одного хита, выпустив только один сингл Sister Golden Hair, их бы и сегодня вспоминали с благодарностью. Это высококачественный представитель классического рока. Песня Tomorrow достойно принимает эстафету от предыдущего трека, предлагая слушателю достойное инструментальное поп-роковое звучание и отличный гармоничный вокал. Завершает альбом трек Баннелла Seasons. Это еще одна интересная поп-роковая песня, привлекающая внимание слушателя своей позитивной мелодией с отлично подобранным инструментальным сопровождением. Песня как бы говорит слушателю: далеко не отходите, продолжение следует, следите за анонсами. Кстати, Hearts — это первый альбом у группы, где ни один из синглов альбома не был написан Баннеллом. Художественное оформление обложки альбома было сделано неизвестным в то время художником по имени Фил Хартман. Он был братом тогдашнего менеджера группы Америка Джона Хартмана. Фил также делал рисунки для оформления обложек альбомов известной американской кантри-рок группы Poco, 5 альбомов которой также есть в моей коллекции. Позже Фил Хартман стал актером и комиком, а в 2014 году он получил свою звезду на голливудской аллее славы. Альбом Hearts стал достойным продолжением дискографии группы, и, конечно, всем фанатам группы Америка такой альбом необходим в их коллекции.